Всем привет! Сегодня 14 сентября. Я выхожу из города Петрауза по направлению к Сантьяго-де-Компостела. Сегодня я буду уже там. Нужно пройти каких-то 20 километров. Всю ночь шел дождь. По прогнозу и целый день должен быть дождь. У меня пончо наготове, я как Бэтмен. Ну вот, опять идти в темноту. Народ, берите с собой фонарик. С мобилкой не так удобно освещать себе путь. До Сантьяго-де-Компостела 12 километров. Мы по-прежнему идем по лесным дорожкам. Дождь с утра нас хорошенечко всех подмочил. Но сейчас вот такая мокрая тропа. Но комфортно идти. Я ожидала, что сегодня будет меньше подъемов. Нет. Все, лезем то в гору, то в спуске. Не просто это дается. У меня двойственное чувство. С одной стороны, очень жаль, что дело идет к финишу. Я только начала втягиваться в этот процесс. Мне кажется, мне стало сейчас немного легче идти. Не знаю, может быть, вес немножечко снизился и, в принципе, легче. Или просто привыкла. А с другой стороны, конечно, я устала. Каждый день с раннего утра отправляешься в путь. И физически это довольно сложно. Buen camino. Дорожка идет среди эвкалиптовых рощ разных лет посадки. И совсем молодых, и постарше. Запах, конечно, изумительный. Но должна сказать, что испанцы, а также португальцы, я знаю, очень не любят эвкалипт. Они считают его большим злом для экологии. Говорят, что в прежние годы было очень много поджогов. Дельцы-умельцы после пожаров скупали эти сгоревшие деревья. Они, в принципе, очень даже пригодны после пожара для дальнейшей обработки. То есть это такое вот техническое дерево. Эвкалипт очень быстро растет. Быстрая древесина. Но вот в народе его не любят. Вот опять молодые эвкалипты с такими овальными листочками. Пахнут. Древний храм и традиционное захоронение праха. Вот так это выглядит. Ну вот, прошли дожди, и наконец-таки в Галисии появились речки. Прекрасно. Ей тоже непросто. Только что преодолели подъем, и ей тоже было тяжело. Куда это вы все идете? И почему вы меня с собой не берете? Еще 9 километров, сил уже нету. Зайду, выпью кофе. Вот такая интересная штука на пояс одевается. Рюкзак, в принципе, хороший, но еще и вот такая дополнительная, видимо, защита для поясницы. Еще одна путешественница. Мы тоже хотим. Возьмите нас с собой. Buen camino. No es una vaca cualquiera. Hace leche merengada, hay que vaca tan salada. Мои соседи по альберге уже дважды. Песни вечерами, веселье. Классно. Прям похоже на финишную прямую. Но впереди еще 7 километров. Ну вот уже пригород. Покажу вам мощенные старым камнем тротуары. Опять-таки заборы такие каменные. Скоро будет виден город и главный храм,
куда идет мой путь. Вот смотрите, как интересно сочетается старая кладка. Она подштукатурена немного, укреплена, и новые стены. То есть вот здесь полностью использована вот старинная кладка. Дом явно современный. Вот, мне нравятся очень такие вещи. Вот здесь то же самое. Мансардочка. Такие симпатичные домики. Это может быть и жилые квартиры, и могут быть гостиничные номера. Тут это может быть все вперемешку. Ну вот опять налетел сильный ветер с сильным дождем. Опять пакуемся в плащи. Вот все останавливаются, одеваются. Только просушили все свои пончо и опять. Так что мы с горы города не увидим. Все затянуто тучами и поливается дождем. Вот, кстати, сейчас прохожу. Это самый большой из известных мне альберго. Тут около 800 мест. Здесь пилигримы останавливаются, чтобы выйти рано утром и прийти в Сантьяго де Компостела рано. Но у меня так сложилось, что я здесь не останавливаюсь, хоть я и планировала, и сразу иду в Сантьяго де Компостела. Но вот такой вот огромный альберго. Говорят, он комфортный, и тут можно вполне останавливаться. А я иду дальше. Кто меня давно не видел, вот мы идем со шляпой. Мы в домике, не мокнем. Нам немножко грустно, потому что путешествие подходит к своему завершению, с одной стороны. А с другой стороны, может быть, это и к лучшему, потому что устала. У меня так, классические весы. Как только ровненько или спуск, когда прохладненько, я хочу еще и побольше. Как только подъем, я хочу, чтобы меня отсюда забрали на ручках. Вот что-то здесь за забором очень интересное. Видимо, собраны старинные артефакты с раскопок. Вот такая красота. Обойдем еще снаружи, потому что здесь интересно. Но это, наверное, современное искусство, я вам скажу. Либо это средневековый велосипед. Посмотрим, что здесь еще. Вот такой дивный зверь. Такие инсталляции старого камня и современного видения. Ну, а я иду дальше. Кажется, дождь прошел. Наверное, сегодня еще не раз намочит. Наш путь лежит туда. Сантьяго де Компостела. Мы почти пришли. Вот такая триумфальная арка. О, там, наверное, надо в серединке постоять. Пойду постою. Везде загадываю желание. Мы победим очень скоро.
красивенная смотровая площадка. И отсюда прекрасно видно на холме футуристические здания, где планировалось создать огромный культурный центр с картинными галереями, залами искусств, наверное, концертные залы. Но, насколько я знаю, этот проект не завершен. Жаль, надеюсь, в будущем он когда-нибудь заработает. Ну, а пока мне надо идти дальше. Красивый город. Расположен на холмах. Очень красиво используется рельеф, много парков. А вон вдалеке уже виднеется кафедральный собор. Сантьяго-де-Компостела – город, носящий имя одного из покровителей Испании – святого апостола Иакова. Старый город внесен в списки всемирного наследия ЮНЕСКО. Кафедральный собор Сантьяго-де-Компостела – один из главных католических соборов. Он был основан в IX веке королем Альфонсо II на месте, где была обнаружена могила святого апостола Иакова. И сюда сходятся паломнические пути со всех уголков католического мира. Вот она, эта роскошная плаца, как говорят испанцы. Вот он, кафедральный собор. Вот, я пришла. Точнее, не пришла, а прошла свой Камино де Сантьяго. Ну вот, друзья, мой креденциаль. Я его только что получила. Я спросила у девушки, а можно в мессе сегодня вечером упомянуть Украину, молиться за Украину? Она ответила, вы шли с Леона ради Украины. Я говорю, да. Она говорит, ну, я запишу сегодня вечером в мессе вечерней. Будет молитва за Украину. Слава Украине. Офис Пилигрима, где я получала креденциаль. Теперь нужно быстренько организовать себе ночлег и немножко погулять по этому прекрасному городу. Пилигримские собаки. Наметила себе альберге, но он не работает. Вот такой сюрприз. Пошел сильный дождь, а вот какое дерево. Моща. И вот, смотрите, какой он прекрасный. Сантьяго-де-Компостела. Вот такая у меня прогулка. А я еще не придумала, где я буду ночевать. Кто-то всю дорогу жаловался, что Испания засушлива. Ага. Вон реки текут. Ноги мокрые. Это называется «пустите меня переночевать». Дождь немного утих. Посмотрим еще раз на город. Мне куда-то туда. Там еще есть альберга. Ох, какая красота. А мне, похоже, вон туда. Альберга все заняты. Все забронированы. И мне нужно идти альберга семинария. Подозреваю, что это вот туда вниз, вверх. Набегать еще сегодня. Ну вот она, семинария. Здесь большой альберга. Но идти сюда сложно. Подъемы, подъемы. Я уже устала. Опять начинается дождь. Я надеюсь, что мне здесь найдут местечко. Так, я в семинарии. Ну, посмотрим. Вот такая комната для семинаристов.
Но сегодня я тут буду. What I'm saying is making sense. Прощай, Сантьяго де Компостела. Ты прекрасен. Может быть, я к тебе еще вернусь.